Вот ощущение, что вы чуть-чуть управляете будущим, чуть управляете судьбой. Здравствуйте, дорогие зрители, дорогие любители карт Таро и любители узнать немного заранее свое будущее. В необычное время живем, и в необычное время мы с вами встречаемся. Наверное, вы знаете уже, что в ночь на 14 марта текущего, естественно, года на небе взойдет, как говорят, кровавая луна. Случится то самое лунное затмение. Лунные затмения бывают у нас дважды в год, как правило, весной и осенью. Следом за ними по неведомым, вернее, давно понятным причинам через 2 недели приходят солнечные затмения. И вот это время, вот это промежуток между лунным и солнечным затмением, это необычное время, время откровений. Это время, которое подсвечивает нашу жизнь. Это время, которое дает нам какую-то вот особенную информацию. Если, конечно, мы настраиваем свои радары, и если мы готовы эту информацию ловить и готовы ей верить. Итак, 14 марта лунное затмение. 29 марта солнечное затмение. Но гадаем мы не на эти 2 недели. Я думаю, что наше гадание на ближайшее будущее, но все-таки более долгий период, да, какой-то в пределах, я думаю, подумайте сами, потому что ощущение, впечатление о времени у каждого свое. У кого-то жизнь быстро идет, у кого-то, наоборот, такая очень статичная, как бы инертная. Я предполагаю, что события, которые сегодня опишут карты, события и впечатления, будут, кстати, и советы тоже, должны все проиграться для вас в пределах 2 или 3 месяцев. Ну, так скажем, до лета или в начале лета, вот где-то так. Можете загадать другой период. Но в целом мы говорим вот про момент затмений, про откровение, вот то, что Солнце с Луной, они соединяются, вот это вот, и они, соответственно, нам подсвечивают и дают какую-то вот эту информацию. Лунное это затмение, оно полное. Полные затмения бывают не так часто. Последний раз 2,5 года где-то проходит. Последний раз оно было 8, давайте обратим внимание на даты. Полное лунное затмение 8 ноября 2022 года. Не так давно, легко вспомнить, вот что в вашей жизни было, что пришло, что ушло вот в ноябре 2022 года. Разные события, хорошие, плохие, примерно прослеживайте аналогию, потому что проще всего нам с нашей жизнью разбираться, прослеживая вот эти самые временные аналогии. И далее, конечная точка вот этого коридора затмений, это времени откровений, это будет 29 марта. И тогда случится солнечное затмение. Солнечные, соответственно, в новолуние всегда происходят. Да? Солнечное будет у нас в созвездии Рыб. А вот солнечное затмение конца марта, да, оно через особые характеристики, уже астрономические, математические, да, повторяет частное солнечное затмение 19 марта 2007 года. 19 марта 2007 года. Вспомните, что это за дата для вас. Март 2007 года, весна 2007 года, что это за время для вас. И обязательно какие-то аналогии проведете, обязательно какие-то, что-то похожее такое проследите и найдете. Кстати, оба затмения, по-моему, как лунное, так и солнечное, потом мы с территории нашей, я имею в виду нашей бывшего СССР, да, там Россия, Украина, Беларусь, Прибалтика, и мы сможем наблюдать, да. Вот это ближайшее будущее я хочу, чтобы вы выбрали. 4 варианта я раньше называла, а сейчас мне понравилось слово чтение. Вам нравится тоже? 4 чтения Таро будет. Таро оппозиции, царское Таро, Таро секреты Луны, и с кошками есть вот такая колода. Значит, первый, цифрок нету, но и так понятно, да, по порядку. 1, 2, 3, 4. Выбираете свой номер, можете как-то
нумерологическими уравнениями пользоваться по числу рождения, какая цифра вам нравится. Можете на колоду ориентироваться, можете ориентироваться, смотрите, многие любят и заостряют внимание вот именно на этом моменте выбора. Вот я выбираю судьбу, значит, я хочу ее выбирать. Давайте определимся. На самом деле мы ничего не выбираем. И даже вот этот выбор, когда вы смотрите сейчас на рубашки этих колод, это только иллюзия выбора. Все предопределено. По крайней мере, вот на такой коротенький срок, да, на 20 лет я не говорю, на 5 даже не говорю, но 2-3 месяца предопределено все до минуты, до каждого дня. Тем не менее, человеку нужна иллюзия выбора. Как будто бы вот это вот ощущение, что вы чуть-чуть управляете будущим, чуть управляете. Так, первое чтение для вас и карты Таро оппозицией. Я задаю по каждой теме, вытаскиваю по одной карте на каждую тему. И если мы чего-то не понимаем и хотим дополнения, я вытаскиваю вторую карту. Вот примерно такая будет история. Готовьтесь в ближайшее будущее 2-3 месяца после коридора затмений, начиная с момента, когда вы смотрите это видео. Ну, в общем, вот так. То есть это не временно, это в строго заданном календарном периоде гадания. Потому что иногда бывают такие гадания у нас, да, на моем канале. Иногда бывают вневременные, которые можно через 5 лет. Которым можно доверять через 5 лет. Но это не такое. Итак, давайте посмотрим по здоровью сначала. По здоровью. Ой. По здоровью, знаете, вот такое состояние, когда ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь. То есть неплохо, в худшую сторону. Здоровье и ваше физическое состояние не изменится. То есть никакого кризиса, никаких там нет потрясений, откровений или тайн, связанных со здоровьем. Но ничего не поделаешь. То есть вы можете столкнуться, например, с отсутствием должной медицинской помощи или, может быть, того самого врача, который вот теперь необходим вам. Его нет на месте. То есть сложно продолжать какие-то режимно-гигиенические процедуры, сложно продолжать, например, спортом заниматься, сложно продолжать диету. В общем, как будто бы вот это вот ваша активная как бы борьба за здоровую жизнь, да, просто притормаживается, не то что прекращается, но притормаживается. То есть такая очень хорошая карта тройка жезлов, и, в общем-то, сильная карта переворачивается, и говорит она о том, что да, такая сильно здоровая жизнь, может быть, здоровый образ жизни, немножко, чуть-чуть тормозится и откладывается. И, кстати, одновременно, это ведь и совет карты. То есть отложите. Отложить можно поход к врачу, отложить можно какое-то обследование. Можно отложить, вот опять же, те же самые активные занятия спортом, потому что, не знаю, по каким-то причинам они пока не нужны. Но в целом это довольно нейтральная позиция для карты в этом вопросе. Поэтому ничего страшного с вами, в общем-то, не случится. Далее. Финансовая сторона, деньги. Ох, как нас это интересует. Давайте посмотрим. С деньгами все достаточно хорошо. Да, двойка кубков обещает вам очень спокойное, благополучное, не через край, но все-таки счастливое время в деньгах. Найдете взаимопонимание, найдете договоренности, покровительство, сотрудничество. Эта карта очень парная. Она хороша для тех, у кого зарабатываются деньги в парных проектах. Или если вы, например, руководитель бизнеса, и вам нужен ответственный заместитель или какой-то работник. Двойка кубков сообщает, что найдется нужный человек, и через него будут заработки, и вообще реализуются какие-то финансовые, какие-то денежные дела и проекты. Поэтому что карта? И, естественно, параллельно мы видим совет. Где-то мы не видим, да, вот эта предсказательная система Таро так интересно устроена, что где-то мы
Не видим совета или не нуждаемся в них? Здесь нуждаемся. Так вот, смотрите, что же получается. Для того, чтобы заработать, ну или много лишнего не потратить, да, чтобы у вас все было хорошо с деньгами, вам нужен еще один человек. Карта, кстати, сейчас немножко тревожно это прозвучит, любовная отчасти, поэтому на своего романтического партнера вы тоже можете рассчитывать в плане денег, вот на его помощь или на какую-то его поддержку. И параллельно тоже для вас совет того же самого своего романтического партнера тоже деньгами поддержать. Я не говорю, я не утверждаю, что это сильно денежная карта. Вы радикально не разбогатеете в эти 3 месяца. Но и не пострадаете, не будете, там, я не знаю, в каком-то особом дефиците, не будете сокрушаться. Кстати, 2 кубков – это еще и разные возвращенные долги. И совет для вас – вернуть долг кому-то, если у вас, конечно, есть такая возможность. Далее, личная жизнь, любовь для весны очень актуальна, правда? Вот скажите, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто из вас сейчас грезит о любви, потому что Марта, потому что все загадывайте. Вот карты вам раздадут, ответят, помогут разобраться и все и так далее. Вот, про любовь. Да, смотрите, вот поменять бы нам вот так вот местами карты, и все было бы очень гармонично. Что-то в вашей жизни сейчас хорошо, но оно немножко перепуталось. Деньги и любовь немножко перепутались. Они немножко поменялись местами, понимаете? Или запутались вы. Где деньги? Мы знаем, что любовь и деньги – 2 главные жизненные энергии, идут всегда параллельно, когда-то смешиваются, когда-то воюют. Но видите, у вас что получается? Где вы потеряли эти берега? Где вы потеряли эти границы? Любовь, деньги. Разберитесь, пожалуйста. Очень хороший прогноз, но вопросики есть к вам, вопросики. Про любовь. Ой, 10 пентаклей, супер семейная карта. В семье, в семейной жизни все будет хорошо. Помиритесь с мужем, получите от него дорогостоящий подарок, откроете семейный бизнес. Это, естественно, все по вашим планам. Да, вот. Можете получить наследство, можете просто в подарок какое-то имущество семейное получить. И при этом вот настолько эта карта, знаете, мощная, ресурсная, она тяжеловесная очень, она довольно сильно блокирует вот новые знакомства. То есть вот для одиноких людей 10 пентаклей при всей изобильности своей, там, счастливости, она не так хороша. Она может говорить о том, что в вашей жизни и так уже все состоялось, и куда вам еще и любовь, у вас все хорошо, вы зажиточный человек, у вас все на полочках и по своим местам, вам новое знакомство, может быть, в вашу жизнь даже не помещается, или вы буквально деньгами и временем и не хотите с кем-то делиться. Но это карта серьезных намерений. Если все-таки под коридором затмения теперь или чуть позже у вас случится новое романтическое знакомство, все-таки, да, это случится, то это будет прямая дорога к созданию семьи. Прямая. То есть это суперсерьезное намерение, супер максимально серьезные отношения, которые неизбежно вот куда-то туда идут. К общему дому, детям и прочим вещам. Да? 10 пентаклей, она, кстати, такая последняя пронумерованная карта масти. К свадьбе, у кого есть с кем, да? И она невозвратная. То есть вот одна из самых невозвратных карт. То есть не ждите, например, что вернется кто-то, да, ушедшие не возвращаются, такая история. И дальше карьера. Давайте посмотрим про карьеру. Про работу.
Прямая, да, карта. Смотрите, прямая. Спрашиваем про работу и тройка пентаклей, да, карта работы, так и называется. Работа работается, новая найдется работа. Очень понравится вам осваивать новые профессиональные навыки. Карта это и советует. То есть даже если работу вы хорошо знаете, то неплохо было бы поучиться, подучиться и вообще как-то вот наращивать мастерство, потому что это карта мастерства, действительно. Не ждите, это не карьерная карта. Карьерного рывка нету здесь, совсем нет. То есть, но усидчивость, знаете, терпение и труд все перетрут. Если у вас даже сейчас бури, работа не сильно нравится, то оставайтесь, ждите, работайте над собой, над своим там, материалом. И такая очень добродетельная, очень спокойная карта. Она приветствует людей скромных, смиренных, которые не хотят, ну, в данный момент хватать звезды с неба. Но найдется новая работа. Может быть, не покажется блестящей, но соглашайтесь все равно. Соглашайтесь. Потому что это все равно рост. Здесь, видите, как подобие лестницы даже есть. То есть, но надо эту лестницу разглядеть. И описание общего будущего. Одна карта, которая вот одним словом вообще 3 месяца. Очень понятный расклад, благополучный, спокойный, без... Знаете, это затмение. Давайте так. Вот для вас этот коридор затмений, эти затмения, великие тайны не раскроют. Кстати, напоминаю всем, что у нас еще и в этот раз коридор затмений совпадает с ретроградностью Меркурия, с ретроградностью Венеры. Ну, то есть все эти небесные дела запутались в максимально тугой и тупой тоже клубок. Чего ждать в это время? Ну, у вас благополучный расклад. Итак, характеристика вашего будущего. Какая она? Ну, плохо только, вы знаете, плохо то, что вы скажете, что это время несостоятельное для вас, плохое какое-то, не положительное, не позитивное. Вы скажете так только если у вас есть, ну, невероятные денежные амбиции. То есть покажется людям заносчивым, людям с большим запросом, так скажем, если среди вас такие есть, да, покажется, что меньше ожидаемого денег принесло это время. Смотрите, рыцарь Пентаклей, насколько он хорош прямой, то есть это находятся выходы из денежных ситуаций. Находится, например, работа и новая зарплата, да? И вот так вы довольны и говорите Вселенной спасибо, я примерно на это и рассчитывал. А вот так все то же самое в вашей жизни состоялось, однако вы брыкаетесь и говорите: маловато будет. Вот от чего предостерегает вас перевернутый рыцарь Пентаклей. От жадности, от излишних материальных каких-то запросов. В целом от какой-то очень материалистичной такой вот позиции, от материалистичных взглядов на жизнь. Смотрите, вас простая ждет жизнь в эти 3 месяца. Довольно благополучная, понятная, без сверхъестественных энергий и событий. Да? Но худшее, что вы можете сделать, это вот пожадничать, кому-то что-то не дать. Ну, не вернуть хотя бы тот самый долг, о котором мы сегодня вспоминали, не знаю уж почему. И один старший аркан из такой вот необычной колоды. Для вас старший аркан. Давайте чуть-чуть поднимемся над суетой, на более абстрактный высокий уровень гаданий выйдем. О, перевернулась сама карта, и перевернутая она выпала. Нет, проигнорируем. Башни не хочу. Не хочу. Перевернулась, вы могли учесть. Вот, карта сила. Вот она намного больше подходит, эта карта, к этому раскладу. То есть вы в это время богатеете. Ближайшие 2-3 месяца – это время, когда вы здоровее становитесь, богаче, любимее, например, счастливей.
сила толще, кстати, может быть, да, буквально проигрываться. То есть эта карта очень-очень благополучная жизнь. И она советует, в общем, не гневить небеса, на жизнь не жаловаться, ни с кем особо не конфликтовать, потому что сила — это как отражение солнца, понимаете, да? То есть тепло, ресурсы приходят в вашу жизнь, и, в общем, в вашу жизнь, которая обходится совершенно без бурь. Спасибо. Второе чтение и карта царское Таро для вас. Мы говорим о здоровье финансовой вашей жизни, о личной жизни, про карьеру, спросим карты, а также мы знаем общее описание вашего будущего. А я напоминаю вам, что в этот раз коридор затмений приходит к нам еще и вместе с ретроградным Меркурием, вместе с ретроградной Венерой. То есть вот эти вот все максимально сложные астрологические моменты сошлись в одном месте и в одно время. Насколько разнообразна, насколько насыщенную драматическими событиями жизнь нам это все небо такое рафинированное принесет. Об этом мы, собственно, и спрашиваем карты. Итак, мы говорим про коридор затмений, мы говорим про кроваво-красную луну, какие откровения она для вас готовит. Мы говорим про солнечное затмение в конце марта, которое повторяет вашу жизнь образца весны 2007 года. И раздаем советы для вас. 2-3 месяца впереди, после коридора затмений, что вас ждет. Так, физическое тело, здоровье. Совершенно изобилие. Прекрасно. Туз кубков. Здоровье на максимальной точке. Счастливая карта, шанс выздороветь, излечиться даже от хронической болезни. И знаете, это туз кубков, а значит, мы говорим и о ментальном здоровье. То есть прекрасная карта для вас, если вы в депрессии или вообще имеете систематически сниженный жизненный какой-то тонус, потому что туз кубков приносит желание жить, творить, любить, здравствовать. В общем, процветание физического тела обещает вам туз кубков. И еще, и знаете, карта про женские дела, про беременность. Известие о беременности может приходить в это время. Просто о восстановлении вот именно женского здоровья. Хорошие новости о женском здоровье. Восстановление каких-то функциональных моментов, да, по женскому здоровью. Девочки понимают, о чем я говорю здесь. То есть просто максимально хорошо. Не буду даже на этом останавливаться, потому что хорошо, сейчас, чтобы не скатиться мне в какие-то но. Знаете, я могу до этого всегда дойти, как и все. Со здоровьем поняли. Так, деньги. С деньгами, знаете, не то чтобы проблема. Денег ждать, вот если так просто сказать, да, что денег придется подождать. Вот подождете вы или нет. Жрица вообще такая не денежная карта. Вы знаете, в каких-то частных, личных, вот персональных раскладах я, может быть, ее иногда и не читаю, когда про деньги говорю, да, потому что она уводит, как будто бы вопрошающего нас, вот эта жрица, уводит от темы денег. Ой, спросите что-то полегче, говорит она. Поэтому с деньгами, где-то будет хорошо, где-то, может быть, не очень. Сложно. Нет скорости, нет накала, нет какого-то движения в денежных делах. Она очень инертная и статичная. А знаете, что советует? Мы же здесь советы Таро ждем. Если вас интересуют деньги, если вы хотите там что-то поменять в своей финансовой жизни, то учите или учитесь. Потому что жрица приносит знания, она приносит информацию. Вот вы, например, имеете шанс сейчас выучиться чему-то, каким-то там манипуляциям, финансовым, денежным, да я не знаю, выучиться на брокерской какой-то такой вот деятельности. То есть эта карта благоволит
размышлениям о деньгах, может быть, к какому-то долгосрочному стратегическому планированию финансовому. Вступайте учиться. Если у вас плохо с деньгами, здесь быстрых денег нет вообще. Быстрых заработков, каких-то случайных обломившихся выплат больших. Ничего такого нет. То есть играйте в долгу, идите учиться, думайте. Ну, не знаю, на крайний случай медитируйте или прибегайте к каким-то магическим действиям, пассам. Кстати, забыла я, что ли, сказать, что вот это время, коридор затмения, оно же, конечно, естественно, магическое. Естественно, обязательно оно, это как портал. Это, знаете, такой портал, когда вот пространство вокруг нас на атомном уровне становится такое податливое, мягко. И вот где колдовать и там притягивать в свою жизнь ресурсы. Поэтому, ну, поколдуйте в крайнем случае на деньги. Что-то такое очень нереалистичное, очень неземное про деньги у вас. Карты обещают вам. О, дальше интересна личная жизнь, потому что вообще весна. Преобразует она вашу личную жизнь или нет? Эти затмения преобразуют вашу личную жизнь или нет? Свое спрашивайте, свои вопросы задавайте по ситуации. Это всегда полезно. Ну, в общем, смотрите, 10 кубков. Знаете, как и хорошо, и плохо. Хорошо для тех, у кого и так уже есть личная жизнь. Представьте, что 10 — это последняя понумерованная карта масти. Все. Здесь нет никакого движения, никакого прогресса, никакого роста. Правда, нет и регресса, и потерь. 10 — это вот тот максимум, да, к которому стремились и который достигнут. 10 кубков — это как в любой популярной сказке. Герои нашли друг друга, да, последние строчки в сказке. Поженились и жили счастливо. Вот. Очень хорошая, очень изобильная. Она описывает такую благополучную жизнь семьи. Она описывает счастье в браке, рождение детей, хорошие новости, связанные с детьми, там, с поступлением этих детей или со здоровьем этих детей. Но, в общем, счастье просто льется, переливается через край. Но опять же, это там, где оно уже есть. Это очень хороший прогноз для людей, кто в браке, кто в долгих отношениях находится, ну или даже недолгих, да, и с таким же, но с проблемным очень вайбом, да, мы говорим с этой картой про новые романтические знакомства. Они трудно идут с 10. Новая романтика с 10 приходит трудно, потому что, во-первых, в вашей жизни может не быть места уже на данный момент, да, чтобы впустить нового человека. Но если новое знакомство романтическое все-таки будет, если вы пробьете через эту стену, то оно будет очень счастливое. Это будет настоящая любовь. И долгая. Далее карьера ваша. Карьера, учеба, профессиональная деятельность. Вот такие вот вещи. Чего вам ждать в ближайшие 2-3 месяца? Повторюсь, примерно такой период. Ой, опять 10. Хорошее гадание, прекрасный расклад вы получаете. То есть эти затмения явно вот лично в вашу жизнь только хорошие, только изобильные. Опять 10. Здесь 10 пентаклей. Могу повторить предыдущий абзац, так же, как вот тут с 10 кубков было. Если у вас есть уже работа, то вы хорошо заработаете, отлично потрудитесь, у вас будут отличные взаимоотношения с коллективом. Вы найдете, возможно, даже этот коллектив, да, то есть найдете работников или коллеги какие-то хорошие к вам придут. Работа принесет, безусловно, деньги. Вообще любая профессиональная деятельность, ваш бизнес, все будет, вы будете вот до чего дотронулись, и то вам и принесло деньги. Буквально. Очень прибыльное время. И, собственно, это не сама карьера, это не карьерный рост, это даже не ваши амбиции. Понимаете, 10 пентаклей очень грубая, материалистичная карта. В общем,
заработайте, возьмите свою. Причем это могут быть даже какие-то разовые большие выплаты. Ну, что-то вроде там премии по коллективному договору или что-то еще, отступные, может быть, если сокращение какое-то происходит. Для поисков новой работы, естественно, ну, то же самое скажу, да, что вот с этой десяткой вряд ли новая работа. Итоговая карта. И тоже она как будто спрашивает, а зачем вам новая работа? У вас так все есть, у вас сейчас все хорошо. Вы не в поиске, вы в абсолютном балансе находитесь. Вам, может быть, и не нужно там бросать свои силы на какое-то новое поприще, чем-то новым заниматься, потому что у вас так все в жизни хорошо. Но если новая работа все-таки случится, она будет изумительная, высокооплачиваемая, стабильная, долгая, уважаемая, в конце концов. Прекрасный прогноз. Вот вы не пожалели, да, что это чтение. Это второе чтение у нас. Второе чтение под затмением, да. Не пожалели, отлично. Но посмотрим дальше. Общее описание вашего будущего. Или совет, если они нужны. Я бы, знаете, что достала вторую карту к теме деньги. Да? Вот если финал какой-то нам нужен, здесь все понятно. К теме деньги. Давайте сюда положим эту последнюю карту, да, чтобы здесь была конкретизация какая-то нам. Не знаю, королева кубков. Как-то все очень с деньгами у вас размазывается. И в то же время, смотрите, мы видим туз кубков, королева, жрица. Это такая концентрация женских дел и женской энергии, женская фигура, женская персона. Все крутится вокруг этого. Знаете, ваши деньги, например, декретные деньги. Да, вот уходите в декрет, например, и получаете теперь декретные деньги. Вот это самая такая простая схема, которая прям, напрашивается здесь. А также вот вариации на эту тему. Будет вам не до денег, я вам могу сказать, а скорее мысли будут заняты любовью, взаимоотношениями в семье, взаимоотношениями с любимым человеком. То есть этот период не алчности ни в коем случае для вас, этот период такой вот щедрости. И где-то сердце подскажет поделиться, и где-то сердце, кстати, жрица, да, самая жертвующая, самая главная благотворительница в колоде. Поэтому скорее здесь эпизоды карты описывают, когда вы делитесь деньгами, отдаете, и мы вам разрешаем, мы вам советуем, делитесь. Чем больше дадите, тем больше вам вернется. А из старших арканов вот как раз достанем вам общее описание будущего. Одна карта. И общий, как одним словом мы. Назовем. Все понятно. Карта эта называется «Повешенный». И она всего лишь, при всем пугающем названии, она говорит об обязательствах. То есть это время будет, вот опять, видите, история какая, жертвенности, отдаете. Деньги отдавать придется. Может быть, плохое слово здесь придется, да, вы сами этого хотите, может быть, только этого и ждали, этого повода, да. Карта очень жертвенная. Она говорит, что это жертвенный период, когда вы взрослее, чем кажетесь сами себе, период, когда вы взрослее вот почему-то всех людей вокруг. И карта всего лишь советует вам вот эти обязательства, эти жертвы с благодарностью принимать, им не сопротивляться. Спасибо. Ну что же, очень откровенно, очень интересное гадание у нас сегодня получается. И я хочу вам только лишь напомнить, что в этот раз
Коридор затмений совпадает у нас с ретроградностью Меркурия, с ретроградностью Венеры. Страшно представить, что вот эти все узлы небесные закручиваются в такие сложные комбинации, и что это время нам принесет. Но мы настроены на лучшее, правда, и карты подтверждают, карты говорят, в общем-то, о том, что время скорее продуктивное, но не время потерь. И в целом, переворачивается, почему-то ждала, именно в этой колоде ждала, ну, просто чтобы вы знали, карта справедливость перевернулась, она строгая. Такой какой-то судный момент, судный день грядет. Посмотрим. Значит, мы говорим про здоровье, деньги, про личную жизнь, карьеру. И начинаем мы со здоровья. Напоминаю, да, что с 14 по 29 коридор затмений — это время откровений, когда вы между двумя затмениями как будто бы перенастраиваете, перераспределяете ресурсы, перенастраиваете свои какие-то внутренние часы на летнее время, да. А потом мы проживаем 2-3 месяца, вот как раз описанное в гадании под этой информацией. Итак, здоровье сначала — это третье чтение. Третье чтение, все. Так, здоровье у нас. По здоровью, в общем, никаких специальных особенных сообщений нет. 4 кубков, то есть здоровье остается на прежней паре. Самая плохая новость: вы своим здоровьем не займетесь. Сколько бы вы себе этого не обещали, там, начать бегать по утрам, бросить есть сладкое, похудеть, взяться за себя, в общем, ничего этого не произойдет, потому что карта очень статичная, ленивая. Вот. Но ничего плохого нет. То есть вы никуда не опаздываете. И, в общем-то, не страшно, если вы эту самую здоровую новую жизнь начнете уже потом, попозже, через срок. Если строго говорить вот о состоянии физического тела, то 4 кубков, как и любые кубки, сигнализирует о проблемах с жидкостями в организме. Это жидкости, которые поступают в организм ваш, которые там совершенно не нужны. Каждый понял, да, что-то о своем. То есть карта, например, может советовать меньше пить жидкости на ночь, чтобы не отекать буквально. Застой жидкости, опять же, отечные какие-то явления. В общем, жидкостей в организме там не так много, но можно примерно выбрать проблемную, да, какую-то свою. От состояния крови, лимфы, еще там чего-то. Ну, в общем, вот так. Статичная карта, то есть со здоровьем вот ровно как было, так и будет. Как было, так и будет. Далее. Деньги. Финансовая сторона вашей жизни. Чего следует ждать в деньгах, да? Угу. Денежные начинания. Вот, хотел сказать, продолжаются, но это неграмотное выражение. Начинания продолжаются. Нет. 3 жезлов. Чудесная карта. Очень только она точечная, такое узенькое и адресное значение имеет. Она очень хорошо для тех, кто уже достиг вершин. Подумайте, вы достигли или нет? То есть в какой точке в вашей финансовой жизни вы находитесь? Вот если вы уже имеете высокооплачиваемую, например, работу, какие-то сбережения, выгодные инвестиции, в общем, если вам нравится, вот если вам нравится ваша финансовая жизнь и состояние денежное, то будет еще лучше после этих затмений. Будет еще лучше. Будут каждый день одна за другой раскрываться перед вами двери в чудесный этот денежный мир, возможности из разных источников получать деньги. В первую очередь это, конечно, деньги заработанные, это возможность открывать все новые и новые проекты, точки по вашему бизнесу и какие-то, может быть, новые работы, договоры, сделки, сотрудничество и прочее, прочее, прочее. Но эта же 3 жезлов не очень будет хороша для тех, кто вот на низком старте или вообще в принципе на старте находится. То есть если сейчас вы
В общем, очень важна точка отсчета, точка, с которой вы здесь стартуете к этим вершинам. Поэтому, можно сказать так, деньги к деньгам или успех идет к успеху. Для успешных людей эта карта обещает еще больше успех, а для неуспешных людей она может не обещать в буквальном смысле, знаете, вот ничего. То есть денежная жизнь, вот она такая, как была, хотелось бы, чтобы получше было, но ничего такого не состоялось и не сложилось. И тем не менее, эта тройка оптимистичная, она советует верить в себя, она советует никогда не останавливаться в своих мечтах, там много заработать, да, достигнуть каких-то финансовых высот. Старайтесь, честная карта. В общем, видите ваши цели, наблюдайте ваши цели, не обращайте внимания на препятствия, все будет хорошо. Карта сама по себе не такая уж денежная, то есть она никаких вам сумм не обещает личная жизнь для вас. Любовь личная. Так, ну карта это уже переворачивалась для вас. Справедливость. Карта справедливость. Старший аркан. Интересно, сегодня во всем, в нескольких уже чтениях, да, очень мало старших арканов выпадает. И это странно, потому что мы вообще-то хотели такие крупные, большие откровения, да? Любовь неожиданная или ожидаема для вас большое значение будет, возымеет вдруг в вашей жизни. То есть все, что связано с любовью, с личной жизнью, это могут быть и новые знакомства, и взаимоотношения с партнером, отношения в целом, в семье. Вдруг это все становится каким-то таким серьезным, масштабным, какие-то очень взрослые решения вам придется принимать на тему личной жизни. И, конечно, самое понятное взрослое решение, да, на тему это брак, например, принимается решение вступить в брак. Карта обещает брак, именно регистрацию вот эту вот юридическую, да, поход в ЗАГС, свидетельство о браке, подписи и так далее, прочие вот такие вот вещи. То есть сам эпизод брака. Если не брак, то это другие могут быть юридически значимые моменты в ваших отношениях. Когда молодые люди, например, не женятся, не заключают брак, но на двоих вместе арендуют квартиру. И оба ставят подписи свои в договоре аренды, да, в совместном. Это уже то же самое, это та же самая карта, это примерно те же самые энергии, вибрации, которые уже вмешиваются в их до этого только лишь любовные отношения. То есть, понимаете, вот значимые, формально значимые моменты в любви у вас идут. И здесь, конечно, говорить можно много, потому что эта карта действительно взрослая. Она какую-то инициацию описывает. Вот до этого вы развлекались и друг друга просто любили, например, а теперь стоит задуматься о совместном будущем, об обязательствах. Вас ждут серьезные разговоры с любимым человеком, вас ждут действительно бумаги, подписи и всякие такие, может быть, рутинные и ненужные вещи. Что-то вроде подписания, не знаю, брачного договора. И на более тонком уровне, нематериальном, конечно же, карта о справедливости в целом. Она называется «Справедливость». И как она, эта человеческая и вселенская справедливость, проявляется в человеческих отношениях, да, в любовных отношениях. Ну, об этом любовные романы пишут, и нелюбовные тоже. То есть вопросы справедливости, какого-то очень сложного распределения, обмена энергиями поднимается. Знаете, сложная карта, и она не любовная, я вам так скажу. Если вы, ну так вот, у вас простой вопрос, будет у меня любовь или нет, будут меня любить, или влюблюсь ли я, да, то вот эта карта конкретно вам на этот вопрос вообще не отвечает. И она даже вам говорит: забудьте сейчас об этом, не надо думать и говорить.
Ваши чувства не имеют значения, равно как и чувства вашего партнера. Сейчас самое главное – это то, как вы относительно друг друга исполняете обязательства, в том числе денежные. Это карта про честность в каком-то смысле. Это карта про верность в каком-то смысле. Но это не та верность, которая, вот, знаете, не сериальная вот эта верность, там, с адюльтерами, истериками и ревностью. Это верность на более взрослом, общегражданском каком-то уровне. Это в том числе верность партнеру в деньгах, например. В общем, сложная карта, но вообще брак, замужество. Девушкам, кстати, обещают, да, новое знакомство будет или нет. Ну, карта очень серьезная, статичная. Нет, это карта новую любовь, новое знакомство. Сама по себе не обещает. Но, если случится, если вы все-таки сподобитесь, если все-таки будет это новое отношение у вас родятся, то они к браку приведут. И очень быстро. И брак этот будет правильный, долгий, справедливый, осененный благословением неба, да, и ваших родителей. То есть все честь по чести, все как положено. Знаете, такой правильный брак, да. Дальше карьера у нас, вопрос про карьеру будет. А куда вы стремитесь и чего вы ждете? Вопрос. 4 кубков, 5 кубков. Знаете, вот на уровне, вообще система Таро предсказательная, вот на уровне 4 и 5 это тормоз, это тормоза, это момент, где все тормозится и перенаправляется, переосмысливается и так далее. Здесь 4, здесь 5. Немножко сниженная мотивация, немножко сниженное желание. А может быть, вам просто не до карьеры будет, не до учебы, не до бизнеса будет, потому что у вас вот такие крупные события в личной жизни. Ну, например, свадьба и свадебный отпуск, и свадебное путешествие, и некогда особо бороться, да, за карьеру, потому что вы вообще на работе можете не появляться в это время. 5 кубков. Разочарование, связанное с карьерой. Буквально может быть разочарование. То есть выбрали на должность не вас, в каком-то конкурсе вы не победили, не отличились, не стали работником месяца. В общем, с работой, с учебой, с бизнесом скорее дурное настроение. Не дурные события, но дурное настроение будет связано. Не время достижений. Не время достижений. И нам нужно достать сюда 5 карту, определить общее, да, назвать каким-то одним словом общее будущее, назвать одним общим словом ваше будущее на 2-3 месяца после затмений, под этими затмениями. У вас, конечно, очень в зоне влияния, в зоне особые интересы, зона особого внимания, зона особого интереса в вашей личной жизни. Поэтому давайте я сюда эту 5 карту достану, да. Пояснения, советы, пусть это будет вот сюда. Очень так адресно, точечно, дополнение на тему личной жизни. О, настал второй старший аркан. Смотрите, у вас невероятные, огромные перемены, большие именно в личной жизни. Это свадебное путешествие, это не зря вспомнила, да? Дорога в связи с любовью, дорога, переезд к любимому человеку, долгожданная встреча, если вы общались там в интернете где-то, встреча после разлуки, общая совместная дорога, например, переезд с любимым человеком в какую-то страну, о которой вы вместе долго мечтали. В общем, да, все оказывается мелким и неважным по сравнению вот с этими феерическими глобальными переменами в любви. И по поводу, опять же, да, новых знакомств, я повторюсь, старшие арканы, вроде бы как будто бы нет здесь ростка нового чувства и нет ростка новой встречи. Но если все-таки обманете вы эти затмения, обманете этот ретро-Меркурий и эту ретро-Венеру, то новое знакомство будет просто
сбивающим с ног. По энергии, по вибрациям, настолько это будет счастливая история, настолько она будет вот от Вселенной, понимаете, да? Все внимание у вас сконцентрировано в личной жизни. То есть у вас такой особенный расклад, вот именно для третьего чтения особенный расклад получился, потому что больше как будто ничего нет, только вот это событие в личной жизни. Просто потрясающе. И из старших арканов, опять же, вот одну карту из этой необычной колоды достану. Общий совет на период для вас. Ну или общий, одним словом как-то назовем мы для вас эти 3 месяца. Ага, жрец. Ну это скорее совет, да? Жрец. Опять же, к вопросам мудрости, к вопросам справедливости карта вас отсылает. То есть, эта карта не событийная, и она советует вам много думать и очень глубоко через голову, через сердце, через чувства пропускать происходящее. И карта советует вам быть не алчными, не быть приземленными. Карта советует вам с большой-большой мудростью, может быть, даже не подходящей по возрасту, смотреть на происходящее и поступать. Вот. То есть это время знаний. Хотя какими-то особыми злыми тайнами этот период совершенно для вас не наполнен, да, не путайте. Но, тем не менее, вам предстоит что-то очень-очень важное про себя и про жизнь узнать. Спасибо. Следующее чтение будет для вас, чтение Таро. Для вас, если вы выбрали вот этот вот 4-й вариант и карты с котиками. Итак, мы спрашиваем карты про ваше здоровье. Как оно может измениться? На что вам следует обратить внимание по вашему здоровью? Какие-то, может быть, меры предосторожности нужно принять? Про финансовую сторону жизни будет гадание, будет карта, да. Также про личную жизнь, карьеру. И здесь будет и общее описание вашего, конечно же, будущего вашей жизни. И напоминаю вам о том, что в этот раз коридор затмений, вообще затмения к нам приходят вместе с ретроградным Меркурием. Вот так совпало. И вот эти вот все астрологические узлы настолько действительно опасны, злые на небе, да, потому что в одном месте, в одно время они сошлись. Какие откровения, какую особенную жизнь нам вся эта история задаст, мы не знаем, поэтому спрашиваем карты, пытаемся разобраться. Но я сделала уже несколько чтений для ваших товарищей, для таких же зрителей, как вы. Сильно страшных карт я не увидела ни у кого. Поэтому у меня пока сложилось впечатление, что эти затмения вместе с ретроградными вот этими планетами, этот коридор затмений, скорее приходит нас подлечить, обогатить, успокоить, как минимум. Ну, не знаю, посмотрим, что за чтение будет для вас. Карты с котами, поэтому они немножко настраивают на такой лирический, безобидный лад, да. Но здесь же это же все равно классическая, традиционная колода Таро. И вот, например, 5 пентаклей, здесь также есть карта бедности. Видите, котик чем-то таким вот занимается. Итак, давайте сначала про здоровье. Разберемся с вашим здоровьем. Ну, здоровье очень даже отличное. Некий шанс вам предоставляется сейчас по здоровью. Некий шанс вдруг выздороветь, оздоровиться, просто стать красивее, моложе, лучшей версией себя. Туз пентаклей. Самая счастливая, безупречная, идеальная карта во всей колоде. Вам достается. То есть, если вы болеете, то, естественно, это шанс на выздоровление, шанс найти деньги. Кстати, это карта денежная. Например,
вдруг находятся деньги на вот это лечение, о котором вы мечтали, на ту же, ну не знаю, пластическую операцию или на новые виниры. Туз пентаклей — это еще некий шаг, переход на новый уровень. Поэтому вы можете начать на новом уровне заниматься своим здоровьем. Это другое питание, проживание в другой стране, в других климатических условиях, проживание в каком-то лучшем доме, в лучших жилищных условиях. Вы знаете, мы знаем все, насколько это влияет на здоровье. Это могут быть, опять же, те же деньги на дорогостоящий абонемент в какой-то элитный фитнес-клуб. Соответственно, у вас улучшается здоровье. В общем, какой-то блестящий, знаете, такой восторженный прогноз на здоровье. Но обращайте внимание именно на очень практические денежные моменты. То есть туз пентаклей советует вам, может быть, и вложиться. Вот не пожалейте какую-то сумму, заплатите там определенному специалисту за что-то еще. И вы, знаете, это вот туз пентаклей — это момент, когда здоровье можно купить. Вот есть прекрасное, конечно, выражение: здоровье не купишь. На самом деле купишь, да, еще как. Не все, ну на 90% здоровья — это вопрос денег. Здоровье покупается. У вас есть шанс купить себе здоровье. А уж в каком виде? Тут каждому что подходит. Далее деньги финансовые. Мы еще про деньги не спросили, а уже они появились, смотрите. Уже тень денег, да, как завитала над вами. Тень денег. Деньги. Девятка мечей. Переживания о деньгах вас ждут. Конечно, напрасные. Конечно, эти страхи не оправдаются. Но выраженный какой-то испуг, связанный с деньгами. Может быть, действительно, траты большие ждут. И вы боитесь, что не рассчитаете, что как-то пошатнете финансовое будущее свое, что растратите без нужды свою эту самую финансовую подушку, да? Девятка мечей. Посмотрите, карта сама по себе не говорит, много или мало у вас будет денег. Карта описывает именно очень-очень сильные, мучительные, до истерик иногда, да, переживания о деньгах. Но это переживания могут быть связаны как раз с приходом денег. Например, бессонные ночи, когда начальство решает вопрос, все-таки повысить вам зарплату или нет, дать вам премию или нет. Девятка мечей. Ну, такая настроенческая, она просто вам говорит, что заранее не бойтесь. Кстати, это вы можете даже чьи-то претензии денежные услышать, узнать, и вас это тоже смутит или напугает. Чьи-то претензии денежные, да, там кто-то может вас пугать, ну, не знаю, спорами, могут быть претензии финансовые, судебные дела и так далее. Карта только настроенческая, опять же, ничего, много денег, мало денег, оно как будто бы и не важно, понимаете? Потому что вы одинаково, все выбравшие это четвертое чтение, вот у кого мало денег, у кого будет много денег, будете одинаково нервничать, страдать, бояться, не досыпать на эту тему. Все. Далее любовь, естественно, очень уместно, потому что затмение затмениями, да? Ретроградный Меркурий ретроградным Меркурием, но весна-то раз в год бывает, март раз в год бывает, и личную жизнь надо настроить, устроить. Все-таки желательно влюбиться можно только в марте по-настоящему, да? Бескорыстно. Так, любовь, личная жизнь. Пятерка. Вот что-то мы с вашим чтением на мечи переключились. Ну ладно, это зато по-честному, да, пятерка мечей. Тоже скорее карта настроенческая. Пятерка мечей говорит о ссорах.
Если у вас есть уже партнер, если вы в браке находитесь, ну просто имеете пару, имейте в виду, напрасные придирки, какая-то неумная и неуместная критика взаимная может быть. Вообще пятерка мечей описывает состояние, максимально некомфортное состояние человека. Когда вот кажется и ощущается жизнь как каждодневная борьба, противостояние, и когда желание мира или желание нравиться ваш партнер не разделяет и постоянно предъявляет претензии и создает какие-то трудности, естественно, для вас. В общем, максимально проблемная карта для тех, кто в отношениях, она предупреждает. А о чем пятерка мечей? Вообще, о чем эта карта? Зачем она есть в колоде? Ну, для того, чтобы вы сами не начинали откровенных душеспасительных бесед и ничего не добьетесь. Я, пожалуй, здесь даже вот остановлюсь подольше, вам расскажу. Если у вас, возможно, варианты, если у вас отношения какие-то зыбкие, про которые вы сами не уверены, надо ли их продолжать спасать, то карта говорит, не спасайте, потому что не спасете. И спасать нечего. То есть не найдете понимания. И, в общем, это всегда будет игра в одни ворота, и вы скорее только лишь пострадаете. Если же у вас, например, долгие отношения, ценные, там, с детьми, недвижимостью совместной, и брак у вас даже, да, то пятерка мечей вам советует для сохранения мира и чтобы имущество не делить так скоро, да, на скорую руку, просто молчите. Вот эта карта, как никакая другая, приветствует молчание. Если же вы одиноки и ждете нового романтического знакомства, то неподходящие люди приходят с этой картой. И она идет к вам как предупреждение. Иногда вам может нравиться, когда ваш новый избранник говорит колкости и как будто бы шутя неуважительно к вам относится. Но практика показывает, что из таких историй во всех случаях ничего хорошего не получается. Поэтому все равно карта описывает недобрые отношения, в том числе новые, например, отношения. Просто вот недобрые, знаете, такие, где люди хоть и встречаются, и, может быть, находятся вместе, но не готовы друг другу помогать. И скорее соперничают, нежели по-настоящему представляют собой пару. В общем, карта эта не любовная, хотя она расставание тоже не описывает и не описывает какого-то особого кризиса. Просто ссоры, просто критика, которая абсолютно не нужна. Она, кстати, может идти и от вас. Это критика. Но это предупреждение, То есть вот так. Далее карьера, бизнес и учеба. Ваша профессиональная деятельность в любом смысле тоже одна карта будет. Вот здесь. А вот здесь хорошо. А вот здесь я вам так скажу, что хорошо, потому что это карта звезда, это старший аркан. То есть вот эта вот мечта ваша о должности, о каком-то месте, ну, если не достигается, пускай даже теперь, да, но, по крайней мере, она становится близкой, осязаемой, и как будто бы, ну вот, мечтается легче. С этой картой действительно легче мечтается. Карта звезда. Карта, ну, вот достижения, я не буду этого утверждать. Да, для части аудитории, вот для части из вас, это прям, знаете, исполнение мечты всей жизни. Вот вы об этой должности мечтали, вы про этот магазин себе намечтали, карту желаний рисовали, и вот у вас до этого лета это исполнилось. Я не исключаю, это да, это близко. Но не худшие новости для тех, у кого еще пока не исполнится, потому что мечта, ну, она лучше, она и есть мечта, да, пока она не исполнилась. То есть цель какая-то возникает у вас, такая рабочая, профессиональная
цель, появляется какое-то настроение, появляется какая-то особенная такая вот мотивация, связанная с карьерой. И нам нужно достать одну карту, как бы общее, описание общего будущего. Но я хочу вам в какое-то место, в какую-то область сюда, да, достать эту карту. Она как будто бы нам должна подсветить определенные моменты этого периода для вас. И я бы про деньги. Давайте такое дополнение денежное будет, да, потому что с этой девяткой понятно, что нервы, но и ничего и не понятно. Посмотрим про деньги еще какие-то поясняющие моменты про деньги. Да? Ох-хо-хо-хо-хо. Карта смерти, все-таки перемены. Видите? Большие перемены с финансами связанные. Не зря вытащили, правда же, сюда еще одну карту. Поэтому вот что пугает? Большие перемены — это с деньгами связаны. Это может быть и закрытие компании, да? Реорганизация какая-то. Может быть, вам предстоит узнать кому-то, да, что долг вам не вернут, на который вы так рассчитывали. В общем, как определенная тема как будто бы изживает себя. Определенная тема в вашей жизни, финансовой, я имею в виду, финансовой жизни. То есть прекращать. И вот с этим связаны, естественно, вот эти вот волнения. Вас ждут. Не самый оптимистичный расклад получился, вот это чтение четвертое, не самое веселое. Хорошие новости вот по здоровью мы видим, да. Во всех других случаях здесь буквально надо, вот что называется, смотреть. Более карты торопятся вам действительно раздавать какие-то советы. Действительно перемены в деньгах, большие перемены. То есть что-то безвозвратно меняется и абсолютно неотвратимо уходит, покидает вашу жизнь. Тема денег, например. Прекращаются какие-то ваши доходы, какие-то выплаты. От зарплаты до, может быть, там каких-то пенсионных даже, да, или отчислений, какие-то пособия по разным причинам. И вы из-за этого нервничаете. Но ничто не вечно под луной, да. Одни деньги кончаются, потом приходят новые. Как мы знаем, да, что деньги, о них вообще не надо нервничать, потому что это самый восполняемый ресурс в нашей жизни. Правда? Поэтому, понервничать придется. И одна карта из вот такой необычной колоды, старший аркан. Общий совет на период для вас. Общий совет. Общий совет, карта повешенный. То есть, придется вам претерпеть. То, что вам эти затмения, этот коридор затмений принесет, вам придется это, вот что называется, претерпеть, принять бой на себя. Вряд ли вы что-то можете сделать. Про выбор. Карты, как, знаете, мы всегда иллюзия выбора у нас, да? Ни одной карты про выбор вам лично не выпадает. Поэтому что-то выбирать, это вы только напрасно потратите свою ментальную и физическую энергию. Все принимаете. Время это очень статичное для вас. Оно идет очень в заданном режиме. Смотрите, все выбрала судьба для вас. Все выбрала судьба для вас. И вы можете только добросовестно эту историю поддерживать, находясь в одной какой-то такой точке. Карта, кстати, я думаю, для кого-то это будет полезный точечный совет. Карта повешенная всегда советует откуда-то, знаете, не сбегать. Не сбегайте. Вот появится желание спастись бегством, не знаю, из отношений, может быть, с каких-то денежных таких вот историй. Нет. Отыграйте эту роль, мизансцену эту, отстрадайте до конца, отдайте до конца. И будет вам счастье. Спасибо.